После того, как Konami оставили нас без режима редактирования, без новых команд в режиме товарищеских матчей и другого контента, обещанного на декабрь, о Мастер-лиге особо говорить не приходится, и в том числе о дате ее потенциального релиза. Более того, актуальным становится вопрос, а стоит ли ожидать карьеру вообще, учитывая все задержки Konami и в целом отсутствие как таковых режимов в игре. И если подобные сомнения до сих пор терзают вас, то в сегодняшнем ролике предлагаю обсудить небольшие крупицы новой информации о Мастер-лиге, которые в лишний раз подтверждают ее разработку, ну и проливают свет на толику контента, прям самую такую крупицу, но тем не менее проливают. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, в комментариях, как и всегда, делитесь своим мнением, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Забавно, что о Мастер-лиге как таковой мы узнаем из файлов мобильной версии игры, нежели из файлов ПК-версии игры, где зачастую подобный контент и находят. Но подобная тенденция лишь в очередной раз подтверждает, что карьера также будет на мобильных устройствах, поскольку, несмотря на все официальные заявления со стороны Konami, у некоторых игроков все еще есть сомнения, и некоторые до сих пор не знают, что на мобильных устройствах также планируется режим карьеры. И контент, который был найден не так давно, который непосредственно относится к Мастер-лиге, также был найден именно в мобильной версии игры, а в частности в ее файлах. Таким образом, мейкерам удалось найти небольшие элементы из катсцен из Мастер-лиги, а именно 3D-объекты, которые так или иначе, но должны фигурировать в подобных роликах. Если говорить напрямую, то скорее всего это просто конвертация файлов и объектов из предыдущих частей PES, из 20 и 21, где подобные элементы также могли фигурировать в катсценах, и не более того. Но сам факт того, что они относятся к Мастер-лиге, они присутствуют в файлах игры, дает четкое понимание о том, что разработка ведется, хоть и в крайне медленном темпе. С другой стороны, если так посмотреть, то не совсем понятно, что подобные элементы вообще делают в файлах мобильной версии игры, поскольку если вспомнить графику, которая присутствует на мобилках, то возможности их присутствия катсцен в этой версии, они крайне малы, и соответственно, нужны ли подобные небольшие элементы в мобилках? Вопрос остается открытым. И после этого уже нельзя сказать однозначно, будут ли катсцены в режиме карьеры в мобильной версии или же нет. Поскольку этакий реквизит присутствует, но будет ли он задействован, остается неизвестным. Если все-таки попытаться спрогнозировать, когда же стоит ожидать Мастер-лигу, то на самом деле даже предположить трудно. Как я неоднократно упоминал, да и по-моему в одном из предыдущих роликов об этом говорить, делать прогнозы в eFootball сейчас это крайне неблагодарная вещь. Но если так подумать и принять во внимание все переносы Konami и предыдущие режимы и предыдущий контент, который был обещан еще раньше и который мы еще не получили, то этой весной на Мастер-лигу, скорее всего, рассчитывать точно не придется. И, скорее всего, нам стоит ожидать повторения ситуации, как и в прошлом году, когда прошедшей зимой мы ожидали, что карьера в eFootball появится в конце лета, осенью и зимой. Сейчас точно такая же ситуация. То есть появление карьеры раньше, чем осенью или зимой, я так думаю, ожидать не стоит. Я, конечно, и буду рад ошибаться, но налицо все факты. Учитывая неторопливость Konami с режимами, да и вообще в целом с любым другим контентом, который хоть как-то, но разнообразит игру. Сейчас я говорю про любой контент, который не касается паков и ивентов. В любом случае, мне будет интересно узнать ваше мнение касаемо того, когда же стоит ожидать Мастер-лигу, будете ли вы ее приобретать, поскольку она ожидается как платное дополнение, ну и на каких платформах будете играть. Делитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, я же всех благодарю за просмотр и напоминаю вам, чтобы вы не забывали подписываться на канал, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорой встречи.